акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня будем рисовать натюрморт с арбузом. Когда лето подходит к концу и краски набирают всю свою полноту и сочность, цветы в это время уже превращаются в ягоды и фрукты. И поэтому пришло время рисовать уже не только цветы, но и фрукты и овощи. Рисуем сочный арбуз. Начинаем с мякоти арбуза. Какими мазками мы это делаем? Если бы кисть была более объемная, то это бы выполнялось в гораздо меньшее количество движений. Но я люблю работать своей средней кистью, ближе к малому размеру, поэтому приходится делать больше мазков. И объем кисти также зависит, выбираемый от размеров самой работы. Итак, я набрала на кисть активный красный, немного смешала его с бордовым. И выполняю мазки по той форме, которую мне нужно будет заполнить. Я рисую мякоть красную арбуза. Внизу поработала сухой кистью, когда на кисти было только краски, но не было жидкости, тем же самым красным цветом. Затем светло-зеленым подрисовала часть корки, но оставляя белые пробелы. И затем темно-зеленым обрабатываю край этой корки, а оставшиеся белые пустоты были заполнены желтым цветом, который можно немного смешать с красным. По тому же принципу мы рисуем и остальные части арбуза. Соответственно, края кусков арбуза могут быть не гладкими и не прямыми, а такими достаточно зигзагообразными и надрывистыми. По тому же принципу мы заполняем нужную нам форму, то есть мазки кисти зависят от того, какую форму в конечном итоге мы хотим получить. В данном случае это были линии, когда кисть стояла либо вертикально, и мазки выполнялись вертикально, или можно тоже сделать в горизонтальном порядке. Просто зависит от того, рисуем ли мы кусок арбуза с острым окончанием, с краем, или же с тупым. По тому же принципу, как и прежде, мы рисуем часть корки. Сначала светло-зеленым цветом, оставляя белые пустоты, мы рисуем форму корки, подводим более темным зеленым цветом и заполняем белые пустоты, которые остались в мякоти арбуза, желтым цветом. Белые пустоты мы получали, работая сухой кистью, но имея на кисти красную краску. Теперь кончиком кисти и черным цветом мы расставляем такие, можно сказать, точки в виде капли и получаем семечки арбуза. Делаем это, как можно сказать, весьма хаотично, так чтобы это не казалось слишком правильным. Краску мы должны будем, эту черную краску для семечек, наносить тогда, когда краска мякоти арбуза уже подсохла, но не до конца, чтобы новый слой краски органично вписался в предыдущий. По уже описанной технологии мы продолжаем рисовать уже сам арбуз, из которого вырезаны вот те самые куски, которые мы уже изобразили на переднем плане. Сначала мы рисуем одну часть арбуза, правую. Мы рисовали ее от центра. Как вы видели, мазки выполнялись от центра и уже не по вертикали, а по горизонтали. Но, как я уже говорила, всегда мы, когда какую бы форму мы ни рисовали, мазки наши будут соответствовать тому, как нам ее нужно будет заполнить. По тому же принципу рисуем левую часть арбуза. И затем переходим уже к внешней стороне корки. Для этого берем темно-зеленый цвет на кисть, достаточно влажную, но не очень сильно. И вот такими вот крутящими туда-сюда движениями мы тащим кисть сверху вниз, начиная с прижатия кончика, и затем по нарастанию объема самой корки, ее ширины, мы более и более прижимаем кисть, пока она не прижимается целиком. Это можно выполнять и в обратном порядке, то есть начиная снизу к верху.
Смысл в том, что где сужается, приводим кисть к кончику, а где расширяется, там более плотно прижимаем кисть целиком и выполняем крутящие движения пальцами. Собственно говоря, туда-сюда. И так мы заполняем весь тот объем формы арбуза. Так рисуется внешняя сторона его корки. Теперь, пока там еще достаточно влажная краска, мы возьмем совсем насыщенный темный цвет и будем его вкраплять в некоторые места внешней части корки. Пока мы оставили все это подсыхать, мы нарисуем немного винограда, чтобы наш арбуз не одиноко стоял на том месте, где мы его изобразили. То есть дополним красоту красотой. Урок по винограду у нас уже с вами был, ссылка на него будет в конце этого видео. Здесь просто напоминаю, что когда рисуем виноградинки, мы наращиваем круглую форму либо от точки в центре, либо от краев стремимся в центр. И наращиваем равномерный круг. Виноградинки могут быть видны не все, они могут выглядывать друг из-за друга. И рисуем грозди. Теперь, когда краска наверху на корке на внешней части подсохла, мы возьмем какой-то оттенок зеленого, более светлый, чем тот, которым мы уже рисовали внешнюю часть корки, и заполним имеющееся у нас пространство, чтобы получить окончательную форму арбуза, который может быть круглым, овальным, ну и вообще иногда очень странных форм могут быть арбузы. Заполняем форму цветом, поступаем точно так же и с другой стороной. Нарисуем еще немного винограда другого цвета, часто меняем оттенки цветовые для виноградинок. И теперь нам нужно будет нарисовать основание винограда. Для этого берем черный цвет и рисуем линии. Мазок для изображения основы ветки. Это линия от точки до точки, либо широкая, либо тонкая, для тонких веточек. Для тонкой линии менее прижимаем кисть, для более толстой линии больше прижимаем кисть. И нарисуем глазки на виноградинках маленькой точкой. Как я уже говорила, ссылка на видео по уроку с виноградом будет в конце этого видео. И нарисуем, конечно, хвостик у арбуза по принципу веточек у винограда. Что нам еще останется сделать? Теперь, когда краска на мякоти арбуза уже подсохла, мы возьмем красный активный цвет. Кисть должна быть достаточно сухая, потому что нам нужен эффект сухой кисти. Мы будем скрепсти кистью по уже имеющейся у нас форме, оставляя вот такие вот красивые следы. И тем самым мы подчеркнем форму и придадим объем и текстуру. То же самое мы выполняем на всех остальных частях мякоти. И теперь мы проделаем то же самое и с внешней коркой. Мы возьмем темно-зеленый цвет, опять же кисть должна быть сухая. И тоже по ней вот так вот поскребем вертикально. И это будут наши последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии.